Всем привет! Мы приехали в Питер. Катя, как тебе погода в Питере? А ругаться можно? Можно. Хреново. Градусов на 20 хуже, чем в Турции. А зачем мы тогда приехали в Питер? Ну, мы почти год прожили в Турции. За это время накопились кое-какие делишки. Надо с ними разобраться. Будем разбираться. Мы поделаем накопившиеся дела и заодно покажем вам интересные места в Питере. Но не переживайте, у нас из Турции осталось еще много материала, мы все покажем. А сейчас нам нужно закупиться продуктами. Посмотрим, насколько русские цены отличаются от турецких. Помидоры 159 по акции, самые дешевые. Представляете? Не, пойду поищу помидоры за 3 лиры. Помидоры розовые по 6 лир килограмм. Это 50 рублей с копейками получается. Обычные по 5 и дешевле. Есть помидоры по 2, но они такие подуставшие. Макароны Барилла в Турции брали по 5-6 лир, меньше 50 рублей. Здесь 69. Пиво Миллер всего 52 рубля в Питере. А вот Миллер 0,5 17 лир стоит. 150 рублей. Представляете, бутылка Миллера в Турции. И хуже качеством, чем в России. Это поразительно на самом деле. Для меня было открытие. Живая рыба. Вот почему мы скучали, это колбасы. В Турции они на любителя, а здесь вкусные и недорогие. Инжир по акции 22 рубля штучка. Инжир решили попробовать. Недавно появился, 15 лир килограмм. Такой стоит, не знаем, еще не пробовали, но попробуем. Хороший? Лезетли? Вот. Сказал, наверное, что хороший. Я не знаю, кто знает, что он сказал, пишите в комментариях. Российский деликатес. Родная гречка. Но тоже не дешевая. Есть по 69 рублей. Есть дороже, но там она стоит в Турции 20 лир, в районе 180-170 рублей. Самый дешевый сыр сваля стоит 129 рублей 180 грамм. В Турции я покупал себе вкуснейший сыр за 160 рублей в нарезку полкило. А здесь сваля я сомневаюсь, что он вкуснейший. Но попробуем, узнаем. Вкусный сыр мисс. Полкилограмма стоит 20 лир, то есть меньше 200 рублей. Продается в магазине Шок. Он уже в нарезку. Удобно его есть на бутерброды. То есть вот такими ломтиками он идет. Покупаем регулярно на завтрак. Самое дешевое оливковое масло в ленте. 1 литр по акции стоит 600 рублей. В Турции мы брали за 35 лир. Это в районе 300 рублей. Имейте в виду, можно привезти с собой. Будет выгодно. Еще я скучал по крабовым палочкам. Сколько стоит? 110 рублей. 110 рублей. Они здесь мне очень нравятся. Виноград, кстати, недорогой. 79 рублей. В Алании мы брали в районе 50 рублей килограмм. Ну, чуть дороже, но не критично. Берем виноград вот такой красивый. По 7 лир килограмм. Это надержит пакет, мы выбираем, накладываем. Кто-то говорит, кстати, что на рынках обманывают, но ни разу не замечали, чтобы обманывали. То есть вот единственное, у них есть такая фишка, когда не хватает до ровного счета, они еще веточку там подкидывают, ну, чтобы там получилось. Вот, на 10 лир ровно получилось, и поэтому они подкинули еще веточку. Ну, так, чтобы обманывали, такого не было ни разу. Идем дальше. Фундук дорогущий. 250 грамм, 450 рублей, то есть 1800 рублей килограмм. А в Турции мы брали по 600 рублей килограмм. Классный, вкусный фундук был.
Вот такого в Турции не найти. Отдельно желтки и белки яичные. Прогресс российских технологий. Очень мне нравится арахисовая паста в Турции. Вот такая 81% арахиса стоит 14 лир. Это где-то 120-130 рублей банка. Единственное, 100% арахисовую пасту не рекомендую. Мы вот взяли банку, не смогли ее съесть пока что. Она такая очень какая-то насыщенная, не сладкая практически, но на любителя. Попробуйте, конечно, но вот мы не смогли 100% есть. Едим 81%, очень вкусная на бутерброды или просто. Арахисовая паста стоит здесь 250 рублей. Побольше банку в Турции мы брали за 150 рублей. Единственное, здесь меня смущает, что производство арахисовой пасты в Китае. Это как? Почему ее везут из Китая? Я ее боюсь есть. В Турции очень вкусное мороженое. Вот этой марки с каймаком. Настоящая турецкая дандурма. Стоит очень недорого. В магазине BİM продается всего за 2 лиры. Такой рожок с шоколадом. Классное мороженое. Обязательно попробуйте. Не пожалеете. Мороженое. Самый дешевый рожок. Вот такой вот стоит 49 рублей по акции. Так 93. Но, видимо, из-за своего вида 49. В Турции мы брали за 2 лиры. Классные рожки. Вот еще чего так не хватало в Турции. Дошик наш православный. В Турции клевые фисташки, но к ним не хватает хорошего пива. В Питере классное пиво Василеостровское, 182 рубля литр. В Турции пол-литра ужасного пива стоило 120-130 рублей. Самое дешевое. Клубника больше 1000 рублей килограмм. Будем искать клубнику по 7 лир. Клубника подорожала, 12 лир килограмм, самая дешевая. Батон покупал себе в Турции по 3 лиры, это 27-26 рублей. Здесь 108 рублей, представляете, 108 рублей батончик. Вот почему мы скучали в Турции, это шашлычки из свинины, всего 320 рублей. Красный перец дорогущий, 179 рублей. В Алании брали по 5 лир килограмм, меньше 50 рублей. 2,5 лиры помидоры, перец по 5. Какие-то зеленые стручки. Перец это острый, по 5. Такие цены. Идем дальше. Коронавируса в России нет. Большинство людей в магазинах без масок. Наконец-то можно попить нормального шампанского за нормальные деньги, а не за космические. В Турции самое дешевое шампанское мы видели за 1000 рублей. Здесь надо брать. по акции берем по 359. Прикупили немного еды. Сейчас посмотрим, сколько нам это выйдет. Итого, наш поход в ленту сегодня стоил 2840 рублей. Это с учетом скидки почти 1000 рублей. Такие цены, это порядка 300 лир. Но в Турции на такую сумму мы в магазин, наверное, не ходили никогда. Как твои впечатления от похода в магазин? Ну, кажется, нужно было в Турции есть больше клубники, а здесь мы умрем с голоду. Погода, конечно, отличается. В Турции мы радовались дням, когда есть облака. Здесь с облаками проблем нет. Солнечные дни – редкость для Питера. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.